Публикуется новость со стороны канала «Москва с огоньком», у меня это бот их подбирает. За отказ разблокировать телефон или ноутбук на границе России может грозить до 15 суток ареста. Об этом сообщили в представительстве Минтруда Таджикистана. Вот это интересный ход, что мы вообще новости о себе должны получать через представительство Таджикистана. Ну, спасибо Таджикистану, кстати говоря, который получил официальное подтверждение от пограничной службы ФСБ. После поправок в закон пограничники получили право проверять электронные устройства для борьбы с экстремизмом и контрабандой. Да какая разница для чего? Это уже все объяснение. Интересует больше нарушение человеческих и гражданских прав. Отказ выполнить это требование могут квалифицировать как неповиновение, ну и дальше запугивание, естественно, до 15 суток, 5-7 тысяч рублей штрафа. Этой новость этим не ограничивается, ее пытаются со своей стороны развивать за инсайдер и давая слово уже адвокатам. Ну давайте попробуем разобраться вместе с ними. Пограничники могут досматривать гаджеты, штрафовать за отказ предоставить, но требовать разблокировки они не вправе, говорят юристы. Итак. Аккаунт, предположительно связанный с представительством Минтруда Таджикистана в России, опубликовал сообщение о якобы новых правилах пересечения границы. В нем со ссылкой на некое подтверждение от ФСБ говорится, мы живем во времена, когда что-то некое, а потом хлоп тебе. И все на самом деле. Уже никто не уже официально боятся, что ФСБ запуганные, что ли? Почему? Прямо скажите, мы теперь будем лезть куда угодно, особенно к симпатичным вашим женам, заглянем куда захотим, а если против 7 тысяч, да? Ну так я образно. В нем со ссылкой на некое подтверждение от ФСБ говорится, что российские пограничники имеют право проверять телефоны, планшеты, ноутбуки. В публикации утверждается, что отказ предоставить, ну и так далее. Вот то, что мы с вами ознакомились. Более того, в публикации этого же аккаунта сообщается, что отказ добровольно разблокировать и предоставить может быть расценен как неповиновение законному требованию должностного лица, что влечет, соответственно, правовые последствия. Ранее ряд СМИ опубликовал сообщение о том, что вступили в силу изменения в законе о государственной границе, которые дают пограничникам право досматривать электронный носитель. А вот из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, когда там двухэтажными автобусами по миллиону в месяц завозят, там точно все проверяют? У меня этот вопрос рождается уже последние пару лет. Отказ от предоставления гаджета трактуется как нарушение по статье 18 и так далее, с исполнением обязанности по охране государственной границы. Что в документе, что говорят юристы? Давайте к самому главному, что нам инсайдер накопал. Закон, который цитирует СМИ, уточняет полномочия пограничников. Они могут останавливать транспорт, досматривать грузы и осматривать вещи у пересекающих границу. То есть пограничников действительно наделили правом требовать к досмотру все вещи. Эти изменения вступили в силу еще в июле 2025 года, а не сейчас. Чего точно нет в законе. Силовики не имеют права требовать разблокировать устройство и предоставить им доступ к данным, отметили в разговоре глава первого отдела Дмитрий Заирбек. Право на тайну переписки закреплено Конституцией России. Там так много всего закреплено, иной раз читаешь, удивляешься. От себя добавляю. В реальности нельзя исключить, что за отказ разблокировать устройство могут последовать задержания или попытки привлечения к ответственности. Однако прямых правовых оснований для этого в действительности в законодательстве нет. Есть цитата. Сотрудники ФСБ действительно получили право требовать технику для осмотра на границе. Отказ ее предоставить теперь официально грозит рисками административными. В случае фальсификации дела об административных правонарушениях за отказ показать телефон или просто потому, что вы не понравились, пояснил The Insider юрист Первого канала Евгений Смирнов. Но должен ли человек, ошибок, кошмар, должен человек, предоставляет для осмотра разблокированную технику. Конституция гарантирует ряд прав, среди них право на тайну связи, личную и семейную тайны. Именно их и в изобилии хранится у каждого на телефоне. Я вам дело расскажу. Господи, в Краснодарском, по-моему, крае, короче говоря, девушка выпрыгнула в окно и очень странно сделала последнюю запись, словно на кого-то смотрит. Люди это заметили, резонанс огромный. Там их успокаивают, полиция сейчас разберется, люди успокаиваются, расходятся, у нее проходит дома обыск, а потом в сети появляются ее, раздетые фотографии. Что-то из личного архива, может, к врачу ходила, там что-то следила. Она чуть ли не проститутка была, и дело замяли. И не стали ничего рассматривать, и там и нету результата.
Вот, так что я по поводу того, чтобы залезть в ваши личные данные, также помню, странная достаточно гибель была Ирины Славиной, по-моему, журналистки, которые пришли домой и изъяли личные носители. У нее там мама болеет, у нее дочка, и она пошла и самосожжением закончила. И у меня тогда была полная ассоциация, что там могут быть вещи, которые дискредитируют просто близких ей людей. Я тогда вот к этому выводу пришел. А вот когда накапливается, вот вы приходите или нет, что жажда залезть в те вещи, которые не для всех. А ведь это какой инструмент потом, да, манипуляции человеком. И именно их в изобилии, кстати говоря, после Славиной там срочно вернули именно гаджеты. Там явно акцент был на это. Этому даже в новостях уделялось внимание, что гаджеты вернули. Вот так. А нахрена они вам были нужны? Вот так. Больше того, извинялись, мы по ошибке туда пришли. Потом, когда резонанс спал, так, нет, мы не по ошибке пришли. В общем, вот это все явно имеет целью залезть к вам в трусы. Давайте просто. Соответственно, Конституция на бумаге защищает содержимое вашей техники от посторонних глаз, но она все равно попадает к этим глазам. Вот я вам просто примеры привел. Никакой закон не вправе обязать человека сообщить пароль для доступа к содержимому телефону. Это может делать только добровольно. Но все это лишь на бумаге. Да дело вам нарисуют или скажут, что вы проходите по такому-то делу. Ах, извините, ошиблись. А там все скачали. Ну, еще раз, Славина — это ярчайший пример такого. Ой, извините, ошиблись, вы забрали эти все вещи. Я даже не потом, что они потом отреконструировали. А вот они говорят, мы ошиблись. Ну вот как поступать? Мы ошиблись, а так у нас дело. Вот они придут, скажут, у нас дело. Ну на улице подойдет к вам мент с гранатометом. Ну у меня дело ведется, веришь мне? И вы так, и все, верю, конечно, очень активно. Но все это лишь на бумаге, на практике крайне рекомендую не пересекать границу. Ну, вот простой, четкий, ясный совет, так что даю должное. Границу с устройствами, которыми вы пользуетесь постоянно. Вот и все, наверное, можно было прочесть только этот совет. Ну, важно, да, разобраться, как все это выглядит. Я уж постарался от себя добавить, вы тоже добавляйте, чтобы, ну, какие-то другие товарищи, граждане, люди, которые как-то невнимательно к этому относятся, чтобы они потом не оказались удивлены, что у них вроде нет ничего такого преступного, а потом им кто-то звонит, твои фотографии твоей дочери, сейчас будет на порно-сайтах. Что, как, куда, кому слилось. Напоминать вам, как Ильман Мехтиев, это глава НАПКО, ну, был, я не знаю, что он там сейчас, это много лет назад, он пролоббировал, чтобы третьим лицам поступала информация с госуслуг. Все законно, все в рамках только одних сплошных благих побуждений. Ну, НАПКО — это коллекторы. И что все, то если кто-то должен, то сливается. А потом как пошли колл-центры, офисы, которые звонят людям, все о них знают. И он еще даже высказывался, он на стороне не собственно говорит, какой кошмар. Вот так, высказался, молодец. Вот, так что, друзья мои, просто будьте поосторожнее, повнимательнее. И живем в такое время, что вот все пытаются добраться до личной конфиденциальной информации. Это бросается в глаза, по крайней мере, мне бросается вам или нет. Я примерить могу. Ну вот когда ты годами ведешь, и акцент твоего внимания, крайм-шоу, True Crime, именно такие вещи, то у меня как-то накапливается. У меня есть еще какие вам примеры привести, которые будут что-то очень сильно напоминать, что-то очень сейчас. Хотя вам что-то очень сейчас расскажут, что это вот только что пришло в голову. Да, конечно. Впрочем, увидимся.